Это видео посвящено второй домашней орхидее, которую я планирую в ближайшее время пересадить по одной из той причин, что кустик ее уже значительно теряет равновесие. А это весьма чревато, потому что во время цветения она обязательно опрокинется. Итак, хочу показать, что эта орхидея сейчас активно наращивает листовую массу. Но опять-таки столкнулась с проблемой того, что она смотрит только в одну сторону. А это, как сами понимаете, прямой повод для пересадки. Фаза роста новых листьев орхидеи – это самое благоприятное время для пересадки. Не ориентируйтесь на сезонность. Иногда орхидея может даже быть в самое благоприятное время весной, быть в периоде покоя. Мы всегда оцениваем индивидуальную особенность орхидеи, смотрим конкретно на сам куст. Поэтому, что касается контекста вопроса омоложения старых орхидей или посадка, здесь все очевидно. Омолаживать орхидею, которая не имеет достаточного количества воздушных корней, как в моем случае, мы просто не можем. Поэтому для нее я выбираю новая посадка. Если осмотреть корневую систему этой орхидеи, то мы придем неизбежно к такому умозаключению, что в принципе состояние ее корней хорошего качества, здоровые корни, без гнили. То есть такая корневая, она абсолютно легко примется в новой микрофлоре нового субстрата. Но опять-таки старую кору я тоже не буду пренебрегать ее, я обязательно ее пущу в ход. Что касается способа полива орхидеи, то конкретно это растение я продолжаю поливать методом погружения, то есть точно так же, как ухаживала за этой орхидеей домашней моя свекровь. Это растение уже было мной вручено, потому что вы знаете, все, что случилось с моей коллекцией, об этом я писала в постах по известным всем обстоятельствам, которые случились. Итак, почему чернеют кончики корней орхидеи и в самых уязвимых местах снизу горшка? Потому что там нарушается процесс воздухообмена, там идет неполноценная циркуляция воздуха, идет застой воды, вода может там тухнуть, пропадать, в ней могут развиваться бактерии. Все это ведет к тому, что сначала кончики чернеют, а потом начинают гнить, и мы их теряем вовсе. Поэтому такие сухие кончики – это на самом-то деле являются безопасными проявлениями, аспектами корневой системы. Я их называю сухие апексы, то есть кончики корней. Они не несут никакого вреда, и при контакте последующем с водой, если я оставлю воду в поддоне, они не станут начинать гнить. То есть они абсолютно не несут ни себе ничего такого, поэтому угрозы нет никакой. В принципе, их можно аккуратно удалить ножницами. Что касается другого момента, который все-таки является весьма небезопасным, это плесень в горшке орхидеи. С момента тогда, когда нам необходимо было покинуть свои места жительства и эвакуироваться, то все орхидеи были без присмотра. И, конечно же, мы их заблаговременно, как можно дольше, как можно было, в принципе, это все было сделать, провести. Сделали полив методом погружения и воду оставили снизу. За счет того, что не было отопления, не было света, появилась плесень. В прохладных условиях с повышенным уровнем влажности в месте без достаточного освещения появляется грибок или же плесень. Поэтому, конечно же, избавиться от нее можно просушкой, обычной, привычной, если ее количество невелико. Но если штамм этого грибка уже разросся по горшку, то необходимо обязательно применять вспомогательные препараты, к примеру, биофунгициды. Если ситуация сильно запущена, то необходимо фундазолить. Конкретно в этом случае, я считаю, поможет, конечно же, пересадка с полным обновлением грунта или частичная. То есть можно провести дополнительное какое-то влияние биофунгицидами конкретно на саму кору, для того, чтобы она или ее дополнительно промыть, то есть как-то очистить, еще можно на солнце просушить. Все это помогает уничтожить споры этого грибка. Также, конечно, сейчас наблюдается то, что остались чешуйки на шейке орхидеи. Все это послужило последствием в прошлом пожелтения листика от шейки, от стволика. Но удалось за счет того, что была проведена обработка фунгицидом, препаратом от грибка своевременно,
по необходимости, то, конечно же, это пожелтение мне удалось остановить его, прекратить. И, конечно же, вот такие вот последствия безобидного характера, они остались. То есть, в принципе, сухую чешуйку, ее можно убрать с шейки, чтобы она не закрывала, никак не препятствовала воздухообмену, и там могли появиться абсолютно свободно новые корешки без какого-то либо преград. Также это орхидея без удаления цветоноса, то есть после цветения не было удалено до первой спящей почки. Что касается конкретно этого цветоноса, то есть у меня уже на него виды. Я хочу провести размножение орхидеи на цветоносе без использования цитокининовой пасты в бутылке. Но если ничего не будет, никакого результата, не безрезультативно, тогда можно попробовать дополнительно еще воспользоваться фитогормоном, цитокининовой пастой. Итак, что касается вообще вот этих всех остатков листиков на стволиках, я бы всегда призывала вас к ним относиться более скрупулезно и наблюдательно, потому что иногда они могут быть средой для появления, для поселения каких-то бактерий, особенно если вы любите купать свои орхидеи, опрыскивать по листьям, и все это сопровождается высокой влажностью, то необходимо за этим бдить и более держать такие участки в просушенном состоянии. То есть, возможно, даже отказаться такие орхидеи поливать по листу или же душевание им проводить для того, чтобы все-таки вот это сухое, оно лучше пускай остается сухим, чем мокрым, размокшим. То есть в нем вреда будет намного меньше. Поэтому лучше, конечно, еще, когда оно полностью высохнет, до конца его снять, чтобы там все-таки шейку можно было, доступ был для просмотра, диагностики вашей, чтобы можно было при необходимости проводить лечение контактным фунгицидом, чтобы оно как-то помогало в области шейки там что-то обеззаразить, помочь и убрать тот грибок до конца, если он все-таки остался и пребывал в состоянии анабиоза или спячки, или еще к какому-то своей фазе развития, чтобы вы до конца были уверены в том, что вы можете спать спокойно, и при наступлении каких-то неблагоприятных условий, обратно того же похолодания, сквозного ветра, что все эта проблема усугубится и вернется на круги свои. Что касается нижних корней орхидеи, которые продолжают стоять в воде на дренажном уровне, то в принципе, как это можно заметить, они не пострадали. То есть они уже, как это можно в принципе себе представить, наверное, более адаптированы к такому к постоянному нахождению в воде. Поэтому они любят это дело, они выполняют в какой-то степени, условно говоря, роль фитиля и в принципе могут так вот существовать, что мы и видим. Что касается удобрения для корней орхидеи, то здесь, конечно же, орхидеи любят по большей степени это бактерии, штаммы полезных грибков и микориза. То есть поэтому мы и любим добавлять микоризу для улучшения качества микрофлоры. Мы любим добавлять разные споры полезных бактерий, споры сенной балочки, фитоспорин, триходермин, триходерма, то есть и микориза. То есть все то, что лучше всего усваивают и лучше всего откликаются корневая система. То есть про азот листья, калий, цветонос понятно, но фосфор – это что-то такое промежуточное, связующее. А вот конкретно споры полезных бактерий и микориза, грибница, это то, что как раз-таки хорошо поможет разрастанию корневой по всему объему горшка. Что касается моей запланированной пересадки орхидеи, то, конечно же, это обязательно произойдет, осуществится, потому что куст настолько сильно теряет равновесие, заваливается, что это приведет к тому, что последующий рост новых листиков, что сегодня и наблюдается, будет абсолютно мешать орхидее нормально расти, цвести, и ухаживать за ней будет достаточно проблематично. Здесь пересадка обязательно планируется, даже несмотря на то, что корни хорошо себя здесь чувствуют, и в принципе им здесь места хватает, хотя нижние корни все-таки дают представление о том, что все-таки объем, возможно, стоит будет отдать предпочтение побольше, попросторнее. Итак, всегда ориентируемся, что касается объема горшка, именно тогда, когда вы достали орхидею из субстрата, когда вы вот посмотрели на конкретно объем корней, а не на те корни, которые были по стенкам горшка, и приняли для себя решение, даже, возможно, сделали примерку приблизительную, поставили какой-то объем, допустим, предыдущий там D12,
влазит, не влазит, какое количество субстрата поместится. И только тогда принимаете уже итоговое решение, а не... Потому что по стенкам горшка бывает в одной части много корней, а в другой не очень. Пересадка будет